Как же читать философский текст? Как к нему вообще поступиться? Понятно, что некоторые тексты, они по внешней видимости кажутся очень простыми. Особенно это касается текстов, которые находятся в такой пограничной ситуации между художественной литературой. Скажем, те же диалоги Платона. Очевидно, что диалоги Платона по всей своей форме – это художественный текст, главным героем которого является Сократ. Можно здесь вспомнить, конечно, тексты Ницше, которые целиком и полностью представляют перед нами тексты, лишенные той традиционной нагруженности специфическими оборотами, терминами, которыми изобилуют классические трактаты. Можно вспомнить того же Гераклита, о котором я говорил в отдельном видео, взять, к примеру, его фрагмент, о котором следовало бы отдельно поговорить, а именно «Природа любит скрываться». Вот как подступиться к такому фрагменту? Конечно, можно почесать бороду и сказать, ну, природа любит скрываться, и пойти дальше. Но в этом чесании бороды, очевидно, ускользает какое-то понимание. Иными словами, как минимум, мы могли бы говорить, что есть два уровня понимания. Вообще и в данном случае философского текста. Бывает понимание рассудочное и, соответственно, скажем так, онтологическое понимание. Ну, при первом понимании мы схватываем текст или какие-то смыслы, исходя из той семантики текста, которая перед нами разворачивается. Мы понимаем слова, а не смысл. Мы понимаем текст, но не понимаем, можно сказать, контекст. Но мы еще лучше сказать, не понимаем того смысла, который в нем содержится за видимостью вещей. Очевидно, что, вглядываясь в философский текст, мы имеем дело здесь с той же самой проблемой, с которой сталкиваемся и вообще в философском вопрошании. Я имею в виду, что здесь нельзя доверять той видимости текста, которая перед нами разворачивается. Здесь всегда есть необходимость быть предельно внимательным к тексту, обращать внимание на самые несущественные, казалось бы, ускользающие факторы. И все же вернемся к вопросу о том, а как читать философский текст. Можно, конечно, отделаться от этого вопроса и сказать, читайте так, как душа ляжет, так, как настроение подскажет или еще что-то в этом роде. Но в таком случае нужно уточнить вопрос, да, как читать философский текст так, чтобы это приносило какую-то пользу, так, чтобы прочитанное действительно было философским прочтением, а не чем-то иным. Я не стану говорить о тех моментах, о тех общих моментах, которые связаны с тем, что для чтения необходимо время, о том, что философский текст не требует спешки, о том, что мы должны располагать временем, о том, что мы должны располагать и пространством, в том смысле, что это не скорочтение, это не чтение в метро, не чтение на ходу, это требует определенного досуга в хорошем смысле слова. Мы должны располагать этим временем. Это все само собой. А вот что касается философского текста, то, во-первых, мы должны, наверное, избавиться от тех установок, которые мешают нам чтению текста. И одной из ключевых установок является представление о том, что философский текст можно читать линейно, о том, что философский текст можно читать так, что у нас есть начало, есть середина, есть конец, как некоторый финал, и дойдя до которого мы можем с вами отложить эту книгу и приступить к следующей. Большинство, а их не так уж и много, большинство великих философских трактатов потому и великие, потому и значимы, что мы к ним постоянно возвращаемся, что мы постоянно вращаемся, даже лучше скажем так, вокруг этих текстов, и испить до дна их достаточно проблематично. Не получится. По крайней мере, мы должны избежать соблазна думать, что мы поймем все до конца. Я здесь могу и о себе также сказать, что обращаясь к тексту, обращаясь к тем или иным текстам, каждый раз находишь в них что-то новое, и это всегда ужасает в том отношении, то расширяет представление о твоем понимании. Ты понимаешь, насколько ты был ограничен, насколько ты раньше, оказывается, ничего не понимал или понимал недостаточно правильно, недостаточно точно. Хотя это сложный вопрос, что значит понимать недостаточно правильно, недостаточно точно. Ведь это означает не что иное, как не понимать вовсе, так ли это или не так. Скорее, все-таки не так.
Все-таки, говоря о философском постижении текста, мы всегда говорим о некоторой интерпретации. И это очень важное замечание, потому что анализ текста, да, он возможен, но не в последнюю очередь мы еще и говорим об интерпретации, то есть о такой возможности прочтения текста, при которой мы сами для себя черпаем из него смысл. Не только тот смысл, который в нем содержится, это само собой, но еще и то, иными словами, я хочу обратить внимание, что текст или чтение текста – это не только ситуация, при которой некий смысл, содержащийся в тексте, становится для нас доступным, но еще и мы сами для себя оказываемся в качественно новом отношении по отношению к самому себе. Что-то новое оказывается для нас, в нас самих, раскрытым именно за счет этого текста. Итак, как читать текст? Если уж совсем топорно, то нужно объяснить, что, во-первых, мы должны избежать соблазна читать текст так, как если бы он был линейным. Это означает, что мы постоянно можем возвращаться к тексту. Это означает, что если мы чего-то с вами не понимаем, сейчас, например, в данный взятый момент, то всегда можно отложить текст и заняться чем-нибудь интересным. Можно другой текст взять, можно пойти погулять или еще чем-то заняться. Если текст не дается, если у вас, конечно, нет необходимости сдавать нам экзамены, зачет или еще что-то в этом роде, да? Если текст не дается, вполне уместно его отложить. Значит, не сейчас, значит, потом. В философии много замечательных текстов, и всегда можно найти тот, который будет для вас раскрываться. И потом уже вернуться к тому тексту, который казался вам недоступным. Что касается методологии чтения, то я рекомендую, конечно, читать с конспектом. Возьмите блокнот, тетрадку или вордовский файл откройте и конспектируйте. То есть не просто читайте, да, читайте, но обращайте внимание на отдельно взятые фрагменты, которые вас цепляют, и пытайтесь, схватив их, проанализировать, попытайтесь с ними поспорить, попытайтесь ответить на него. Тогда действительно чтение становится тем, ради чего оно и осуществляется. Потому что философский текст есть не что иное, как мысль. Мысль, зафиксированная в виде текста. Текст – это и есть мысль мыслителя, мысль философа. Он ее для себя репрезентирует в форме текста, а потом уже делится с нами. Прежде всего для философа его текст – это текст его мысли, его мышления, то, что он думает по тому или иному поводу. И далее он уже делится с нами. Кстати, вероятно, именно поэтому философские тексты – это тексты предельно не стилистические по преимуществу. Да? По преимуществу это тексты, которые тяжелы не только с точки зрения того внутреннего содержания, которое переполняет этот текст, но еще и исключительно стилистически. Многие тексты просто зубодробительны именно в силу языка, в силу стилистики. Почему это происходит? Можно заметить, что для философа не является в приоритете желание кому-то понравиться. Нет, конечно, есть исключения, но, как правило, тексты философов, будем откровенны, они кривые. Можно было бы лучше писать, если было бы желание. Но они действительно кривые в силу того, что философ не озабочен проблемой доступа к его наследию. Если вы не понимаете философа, скажет он вам, это ваши проблемы. Значит, вы не доросли, значит, не наступило то время, при котором понимание возможно свершиться этому пониманию. Отложите это, займитесь чем-то другим. Я все-таки преследую представление о том, что философия может быть и должна быть демократичной, иначе я бы, наверное, все это не говорил и не записывал. Но, тем не менее, так или иначе, философия тяжела именно в силу отсутствия в ней желания кому-то понравиться. Это нужно иметь в виду. Так что, если оно не срабатывает, можно отложить. Но самое главное, конечно же, конспект. Это и есть возможность ответить мыслью на мысль. То есть вы никогда, когда вы не просто читаете текст, скорее всего, это такое поверхностное чтение, которое дальше не пройдет. Обязательно нужно фиксировать свои мысли. А в идеале, конечно, не только фиксировать, но и обсуждать эти тексты. Потому что всегда есть вероятность, что вы будете воображать себя понимающими.
что прочитанное окажется для вас значимым, но в действительности вы вообразите себе понимание. Чтобы этого избежать, конечно, необходим диалог. Это, кстати, к вопросу о том, зачем вам не только репетитор, но вообще собеседник философский. Если вы учитесь на философском факультете, для вас проблемы не составляет. У вас есть преподаватель, есть коллеги, с которыми вы можете обсуждать прочитанные тексты. И так действительно мысль начинает себя актуализировать через диалог с другим человеком, с другими читателями. В целом, если у вас есть интерес к философии, к философским текстам, но при этом вы не учитесь на философском факультете или даже около того, всегда можно найти компанию по интересам. Если не в своем городе, то в сети уж тем более. Да? Поэтому это небольшая проблема. Всегда можно найти, к кому обратиться, с кем подискутировать, подиспутировать. Философы это любят, особенно диванные философы, да, которые на философском факультете не учатся, но нет-нет, да дай ему о чем-нибудь да поговорить. Так что это очень даже важно. Не только читать, не только конспектировать, но еще и дискутировать на эту тему, чтобы прояснить для себя подлинное понимание. Но что еще можно сказать, говоря о том, как читать философский текст? Можно, наверное, подвести некоторый итог. Во-первых, нужно избегать соблазна, что вы можете его понять до конца, до оснований, до корней. Это означает, что к тексту мы будем возвращаться постоянно, по мере необходимости, но тем не менее. И каждый раз будем находить в нем что-то для себя новое, что-то ранее незамеченное, какие-то новые грани концепций, какие-то новые отголоски этих концептов и так далее. Это означает, что погружение в философию носит такой полифоничный характер. Это означает, что когда вы занимаетесь, к примеру, тем же Гераклитом, вы параллельно можете заниматься и Аристотелем, и Августином, и Декартом, и уж тем более Хайдеггером. Причем это в единстве этого мышления. Философия разворачивается не во времени, ну или, скажем так, в большом времени, в полифоническом времени идей и концептов. Это очень важно для понимания того, чтобы избежать соблазна. Понимать только лишь позитивистски. Да, можно, наверное, с этого следовало бы и начать, что понимать философию можно как минимум с двух позиций – антической и онтологической. Или иными словами, понимать рассудочно, то есть мы понимаем только лишь на уровне той семантики, того текста, который нам репрезентирован. Или понимаем онтологически, понимаем укорененность сказанного мыслителем с бытием в конечном счете. А где мы находим с вами бытие, как не в самом себе? В этом отношении становится ясно, что философский текст доступен, если не для философа, то для человека, не обделенным философской культурой. Это означает, что философский текст может сработать только в той душе, которая ориентирована на философское вопрошание. Философский текст может детерминировать в нас философа. И действительно так и происходит. Когда мы становимся философами, вовсе не тогда, когда созерцаем небо, вовсе не тогда, когда задаем вопрос о сущности и смысла бытия. Это все важно, но важнее здесь войти в традицию, а входим мы в нее через текст, через чтение текста. Итак, мы избежали с вами соблазна понять до конца, до оснований, до корней. Работаем, конечно же, с конспектами, диалогизируем. Общие места я здесь, опять же, опускаю. Отдельно можно было бы проговорить еще вопрос о переводах. Стоит ли читать в оригиналах? Опять же, если вы философ, если вы занимаетесь этим, если вы профессионал, то здесь вопросов быть уже не может никаких. Разумеется, вы должны изучать язык того текста, который вы изучаете. Если вы изучаете греческую философию, вам нужно знать, само собой, греческий язык и так далее. А вот что касается обычного такого человека, нужно ли ему знать иностранный язык, на котором написан текст? Я не могу здесь сказать однозначно. Не могу сказать однозначно, поскольку, да, безусловно, знание языка позволит избежать целого ряда ошибок. Но значит ли это, что человек, которому просто интересна философия как нечто, выходящее за пределы его профессиональных интересов, нужно ли ему изучать для этого язык? Конечно же, это будет слишком излишним, да? Это будет еще одной преградой на пути к тексту. Тем более, что переводчики – люди
Ну, во всяком случае, желательно, чтобы это были не глупые люди, и переводить они должны уметь. С другой стороны, переводят-то переводят, да всегда что-нибудь да не так и переведут, это сплошь и рядом. Поэтому эти моменты просто нужно иногда учитывать, и лучше их проговаривать, опять же, в каком-нибудь диалоге, ну или читать какие-нибудь критические примечания к тексту. Обычно переводчик что-нибудь, да, там и скажет об этом. Не в последнюю очередь это важно и для греческой философии. Ну, в частности, в выпуске о Гераклите я подчеркивал, что вот эта вот война, отец всех вещей, война, там, где мы встречаем в переводе на русский слово «война», в оригинале стоит слово «полемос». И интерпретация войны как отца всех вещей через полемос, конечно же, дает совершенно другой смысл. Не тот милитаристский смысл, который иногда пытаются вложить в этот фрагмент. Поэтому иногда необходимо обращать внимание на оригинал текста. Иногда это достаточно излишним. Ну и самое главное, да, в чтении философского текста должна быть страсть. Должно быть желание удивляться, желание находить какие-то новые грани тех смыслов, которые нас тревожат, желание видеть себя чуточку выше. Ведь действительно, когда мы читаем серьезный философский трактат, мы проделываем какое-то усилие. Перед нами изначально стоит какая-то стена. Мы не понимаем, что перед нами. И, кстати, об этом тоже стоит заметить. Подступаясь к чтению философского текста, необходимо понимать, что мы там можем найти. И в этой связи было бы не лишним, либо иметь какой-нибудь учебное пособие, либо прослушать какие-то лекции. Ведь в чем смысл лекции-то? Лекции никогда не исчерпывают предмета речи, о которой идет речь. Простите за тавтологию. Когда я, например, читаю лекцию, я всегда подчеркиваю, что я делаю введение в философию, делаю введение в текст. Моя лекция никогда не исчерпывает, она является таким подступом к тому, чтобы потом этот текст можно было бы прочитать, можно было бы знать, что в этом тексте следует искать. В связи с этим заметим и подчеркнем, прежде чем подступиться к тексту, необходимо, желательно, очень даже желательно, либо послушать лекцию на эту тему, либо почитать какой-нибудь хороший учебник, правда. Я вот это все сказал, но и при этом я имею в виду, что, во-первых, что касается лекций, здесь все очень проблематично. Кого здесь можно было послушать в качестве лекторов? Конечно, это ребята с кафедры истории зарубежной философии Московского университета. Прежде всего, их мог бы порекомендовать. Что касается учебника, наверное, тоже можно этот фундаментальный кирпич порекомендовать из МГУ, да, из философского факультета. Отчасти можно было бы вспомнить четырехтомный труд антисерии «Реале», но он проблематичен в том смысле, что это очень такой конспективный взгляд на историю, философию, который ясен только тому, кто уже немножечко знает о философии. То есть это учебник я бы не рекомендовал в качестве некоторого введения в тему. А так, да, послушать какие-то лекции, поспрашивать своего философа. Если вы учитесь на каком-нибудь непрофильном факультете, у вас все равно есть какой-то философ. Всегда можно обратиться и спросить, что можно почитать, кого можно послушать по этой теме. Если он будет вам называть только самого себя, скорее всего, следует избегать таких мыслителей и найти философа поинтереснее, потому что, разумеется, специалисты многогранны, да, мы всегда можем найти того, кого послушать ради Канта, кого послушать ради Ницше, кого послушать ради Хайдеггера и так далее, и так далее. Всегда мы найдем какого-то отдельно взятого специалиста, универсальных здесь мы не найдем, сразу можно сказать, не бывает. Вот, поэтому вот такие вот моменты я бы оговорил, прежде чем подступаться к чтению философского текста. Главное понимать, зачем вам это. То есть, если вы читаете ради того, чтобы убить время, вы занимаетесь не тем. Единственный смысл чтения философского текста – это прояснить для самого себя. Философ работает с собой. Философ всегда ставит самого себя на карту мышления. И мы, читая текст, занимаем позицию философа. И мы, вглядываясь в текст, ставим себя на место этого мыслителя. Мы делаем с ним ту же работу, которую он проделывал. И в этой связи, опять же, замечу, если мы в себе не найдем хотя бы крошечную часть философа, заниматься философией не следует. Спасибо, что послушали, спасибо, что посмотрели. Все, до новых встреч.